История Маши Михалицыной ужасает. Первые 12 лет жизни она провела в сундуке. Девочка не умела разговаривать, общаться с людьми, а ее тело было очень деформировано. Когда ее нашли, вся общественность была в шоке. Рассказываем, как сложилась судьба Марии Михалицыной и сумела ли она привыкнуть к новой жизни. Ты узнаешь, как избавиться от мыслей в голове, которые портят жизнь. Увидишь, как помочь себе при стрессе, тревоге и беспокойстве. Научишься понимать свои эмоции и чувства. Найдешь путь к душевному спокойствию. Мать осознанно держала ребенка в сундуке. Родилась Маша в 1977 году в селе Александровское Кировской области. Ее мать, Любовь Михалицына, работала дояркой. О том, что одинокая женщина родила, не знал никто. Жители поселка просто считали ее странной и нелюдимой. Люба ни с кем не общалась, молча приходила на работу, а после шла домой. В один день, в 1989 году, женщина не вышла на смену. Коллеги забеспокоились и решили заглянуть в гости. Дом оказался полупустой, мебели было немного. Кругом беспорядок, а на полу лежало тело женщины. Позже соседи вспоминали, что она ранее жаловалась на боли в сердце. О том, что в помещении есть ребенок, узнали не сразу. Внезапный шорох всех напугал, а затем послышалась нецензурная брань. Звук исходил из сундука, который стоял у стены. Увиденное ужасало, в нем сидела грязная девочка, тело которой деформировалось, ноги и руки были скрючены. К тому же подросток не просто жил в этом сундуке, но и нужду справлял там же. Коллеги отметили, что ее мать всегда забирала небольшую порцию обеда с работы домой и говорила, что несет ее своей собаке Мике. Вероятно, на самом деле женщина кормила им свою дочь. Позже выяснили, что о рождении Маши не знал вообще никто. Мать сразу заперла девочку в 1,5-метровый сундук, изредка подкармливала и даже имя своей малышки не дала. 12 лет Маша провела в заточении. Машу сразу определили в детское отделение районной больницы в Котельниче. На тот момент девочке было 12 лет, ее рост составлял 60 сантиметров. Директор психоневрологического диспансера Маргарита Иванова отмечала: Маша почти не разговаривала и не могла себя обслуживать. В шоке тогда были все и соседи одинокой женщины, и администрация села. Обучение было трудным. Маша смотрела на все дикими глазами, ела исключительно руками, соглашалась только на хлеб и молоко. Затем ее перевели в детское отделение областной психиатрической больницы, где врачи поставили диагноз «тяжелая умственная отсталость», а также в медкарте были отмечены дефекты развития нижних конечностей. У Маши не нашли отклонений на генетическом уровне карликовости, все деформации с телом девочки связаны только с долгим нахождением в замкнутом пространстве, которое не давало ей расти. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.